Я тоже, кстати, на это только что. И смотри, и даже по цветам, вот видишь, какой у меня ободок? Розовый, Вижу. Супер. даже оттенки одинаковые. Точно. Я сразу с места в карьер. Э, с э, с Давай. э, Думала вчера над запросом, и, в общем, у меня 2 получается, темы. Во-первых, у меня была какая-то очень мощная, супервизия на прошлой неделе, и, в общем, меня подразмазало, очень мощно. 1 момент. А второй момент: вчера, когда я думала над запросом, я поняла, что я каждый раз прихожу и каждый раз начинаю ныть и рассказывать о том, какое у меня тяжелое состояние, и как оно вообще вот все уныло и плохо. И, сама немножко от этого офигела и подумала, что, может быть, нам тогда сегодня надо, а, поставить какие-то цели, при том, что, ну, я говорю это слово, меня тошнит, но это просто как, некий вектор понимания, куда я иду. Это, конечно, не про цели, но просто вот, то есть про что-то более позитивное. И вот, было бы интересно в рамках этой нашей сессии посмотреть все таки что объединяет эти 2 истории. Даже, ну 2, да. А, потому что самое главное же не сказала на супервизии, это про что, вышло. Ключевое слово супервизии было насилие. И, про то, как я его сама над собой в течение длительного времени совершаю в режиме практически 24/7. И я сначала так удивилась и говорю: "Да нет, да чё за фигня, да, конечно, никакого насилия, все только по любви". А потом оказалось, что, в общем, не все по любви. И тогда оно как раз вот прямо реально складывается. То есть если это вообще вся история про насилие, тогда понятно, чё я прихожу ныть. А, но, в общем, я так не очень хочу. И мне хотелось бы все таки пойти к свету. Э, и, ну, я не могу сказать прямо, что прописать этот путь, но взять его в фокус внимания. Чтобы я не приходила ныть. И потом опять идти страдать, и потом опять приходить и ныть, и потом опять идти страдать. Ну, в общем, что-то надо с этим сделать, Ян. Так интересно, потому что вначале, когда мы только начали нашу сессию, ты сказала сразу же прыгнуть, прыгнуть в карьер. Вот так интересно, да, потому что тут, с одной стороны, говоришь, хочу вот с любовью, чтобы это было по-другому, да, а как будто тут опять, знаешь, вот это прыгнуть в карьер. И вот когда ты говорила Да, про насилие, про это все, оно как-то мне так немножко резануло. Как да. тебе? А, оно мне абсолютно откликается. Потому что вот из таких моментов получается, что и плетется этот узор насилия, который я, честно, даже не замечаю. Ты бы мне сейчас это не вернула, я бы вообще и не заметила бы этого даже. И что тогда? И что тогда с этим делать? Ну, я же объективно, как мне кажется, в моменте этого не вижу. И тогда получается, что вот все то нытьё, с которым я обычно к тебе прихожу, оно и есть следствие пропущенных вот этих 100-500 миллионов звоночков.
Ну, в общем, на этом моя мысль заканчивается, потому что объективно я не понимаю, что мне с этим делать, Ян. Вот ты говоришь, что я не осознаю, когда это происходит, да? А что поменяется, если ты будешь вот это осознавать? Тогда что? У меня будет в тот момент выбор. Я выбираю все таки окей, кидаться в карьеры или все таки там, не знаю, лечь полежать или выбрать какую-то другую, более бережную для самой себя стратегию. Можно поделюсь вот. Да. Так интересно, знаешь, когда ты говоришь вот бросаться в карьер, за этим стоит какая-то очень, ну вот, по крайней мере, я как-то чувствую, энергия, сила, смелость, да, ну, бросаться в карьер, это же ж на самом-то деле, это туда прыгнуть нужно иметь, вот, как это говорит, яйца нужно иметь, вот, вот совсем другая сторона, она какая-то такая более спокойная, да, вот там как-то все по-другому, там настрой, энергетика другая. О чём это? Может, если откликается как тебе? Ты знаешь, оно мне очень откликается, потому что еще бы, до этой супервизии я бы тебе сказала: "Ну да, конечно, это там, все мои части, мне совсем абсолютно окей, две мои стратегии рабочие". А теперь я не знаю, Ян. Я теперь объективно не знаю, потому что оказывается, что, в этих бросках, в карьер там, в общем, а, они, в общем, не про любовь, наверное, получается. Но вот если спросить, все ли, не про любовь, я не знаю, потому что здесь тогда надо прямо, ну, м много всего вспоминать. Вот у А меня про что прямо, они? Ага. А про ну, вот у что меня они? ощущение, что я запуталась, Ян, абсолютно. У тя просто какая-то мысль была, извини, я тебя перебила. Ты вот куда-то Нет-нет-нет, погрузилась, вот а ты это запуталась? она и была про то, что я запуталась. Мгм. А вот в чем? То есть можешь сейчас вот В том, что, описать? смотри, что это 2 мои стратегии. Ага. Условно бросаться и условно, спокойно и медленно. Обе мои. И про обе мне до недавнего времени казалось, что они обе окейные. Соответственно, на прошлой неделе выяснилось, что с бросанием не очень окейное, и даже скорее совсем не окейное. Это для меня было культурным шоком, потому что я вообще этого не видела. Но увидев, многое стало понятно. В том числе, почему я постоянно прихожу к тебе и начинаю ныть и рассказывать, как тяжела жизнь, и что это дно дна, и как все плохо. Часто не понимая причин, списывая просто на состояние. А оно получается не просто состояние, оно следствие длительного группового насилия, условно, в грубо извращенной форме, замаскированный под самые, наверное, предположу, под самые благие моменты. Слушай, это слово прям насилие столько раз ты его уже повторила за эту сессию.
Буквально за Да, эти 10 минут вот прям насилие, насилие, насилие. да, да, и это оно пришло сюда с супервизией. Потому что я вот с тех пор об этом думаю. Можешь чуть вот рассказать про это насилие? Потому что, ну, как оно А, да, что это такое вообще про то, насилие? что я делаю что-то в моменте, не понимая, что я, например, сама себе пальцы, ножом отрезаю. И мне в моменте кажется: ну ладно, ну в конце концов у меня там их 10, ну там одним больше, другим меньше. Потом руку начинаю отрезать, потом еще что-то. То есть я не делаю это из любви, понимаешь? А получается, что я заставляю себя, опять-таки, не наблюдая. То есть это неосознанно, это не то, что я себя прямо заставляю и понимаю, что я себя заставляю. Нет. То есть здесь высокопрофессиональный, газлайтинг, в паре с абьюзом, замаскированное под заботу, под любовь, под внимание. И всё. И вообще тогда я теряюсь. И кто управляет этим процессом? И что это за стратегия? И как мне начать это видеть? И как мне начать по-другому? И знаешь, вот сейчас перечисляю эти вопросы и прям вот понимаю, что вот прям вот просто падаю в какого-то маленького ребенка, и вот оно все действительно становится, а, таким большим. И и и опять упираюсь в тупик, в кашу и в то, что я не понимаю, что можно с этим делать. Ты знаешь, у меня почему-то эта твоя метафора "обрезаю себе пальцы и обрезаю себе руку" как-то прям так Да, да, представила я себе вот эти моменты. И ты знаешь, а вот интересно, а что, получается, было, твоим то есть транквилизатором, да, можно так сказать, обезболивающим те моменты? Ты же говоришь, типа, оно же не болело у тебя, да, в момент. да, да, потому что, ну, у меня, в принципе, нормальный болевой порог, поэтому, когда один палец отрезала, ну ладно, ничего. 2, ну ладно, ну вроде тоже терпимо. И то А есть когда уже а когда уже было нетерпимо? А были какие-то моменты, что ты понимаешь, что нетерпимо? были. И это как раз то, почему я пошла на супервизию. Потому что я понимаю, что, я ничего не понимаю больше. Что что-то происходит, это мешает моей работе конкретно, но что это, вообще н то есть, ну, у меня были какие-то гипотезы, которые, а, оказались, ну, а, то есть, там тоже, знаешь, такая метафора родилась, как, когда, например, на волка напала стая собак, его практически уже загрызли, он лежит, истекает кровью, и тут его еще кусает клещ, и от, укуса клеща уже он умирает. Но официально причина смерти — это же не то, что его клещ укусил. Клещ допил последнее. Условно, клещ, ну, клоп, ни при чём. А всех собак, получается, я пропускаю. Вообще в упор не вижу. То есть пока я дышу, скорее всего, я ничего не почувствую. Либо почувствую, ну, вот реально уже все. Вот уже когда все. И это, в принципе, ну, то есть я так всегда живу, и мне казалось, что нормально. А что сейчас изменилось, что сейчас ненормально? Ну, кроме супервизии. То есть, может, еще что? Ты знаешь, во-первых, хотела сказать, что вот сейчас в сессии проговорила, и мне прям становится легче. Прямо, как-то даже начинаю дышать. А что сейчас ненормально, что too much уже. Вот объективно,
происходит какой-то непонятный too much. И, ты знаешь, если бы, например, это не касалось других людей, я бы и не пошла. Ну, то есть там я бы, может, потерпела бы дальше или, ну, как-то я бы диссоциировалась от этой истории. В принципе, Слушай, а вот интересно, а у тебя потом конечности опять отрастали, получается, да? То есть потому что ты говорила сначала пальцы, потом руки, и нет, вот оно так нет, потом. нет, я адаптируюсь, жить с меньшим количеством органов и с меньшим количеством вообще чувств, и с меньшим количеством самой себя. Оно не отрастает. Потому что если бы оно отрастало, ну окей, в конце концов, ну потерпи немножко, сейчас вырастет новый палец. Нет, это грустная часть истории. Вот как сейчас эта история трансформируется? Ты знаешь, вот сейчас, когда ты спросила про пальцы, я поняла, что, в общем, мне очень важно их отрастить. Потому что ведь я же тогда, получается, не очень полноценно живу. И тогда получается, что я, ну, условно, когда там, не знаю, мощный двигатель, а я еду на первой передаче, там, не знаю, на его 10-й части, и то и ногами, знаешь, от земли отталкиваюсь, толкая, наоборот, толкая машину даже, что вообще двигатель, все, умер. Вот, а что тебя драйвит-то? Вот смотри, сколько у тебя опять я толкаю машину, там двигатель, у тебя вот прям вот, ну, как бы вот эти все действия, они, вот как будто что-то там за этим вот что-то стоит еще. Ты знаешь, стоит, потому что я знаю, что если я перестану ногами толкать машину, то это прямая будет дорога в депрессию, в клиническую и опять на 20 лет на антидепрессанты и так далее, так далее. Вот я вообще туда не хочу, вот честно. Поэтому пока условно, пока силы есть, я машину буду толкать. Мгм. То есть у тебя получается какая-то мотивация от чего-то, там я не хочу оказаться вот там, поэтому как бы я буду делать вот эти действия, да? Да, да, потому что я там была, а та точка, куда я иду, она мне не очень понятна. И это в том числе как раз, чё я те вначале тебе сказала: "Давай мы поймем вообще, куда я иду". Потому что, ну, там я не была, там не знаю. Там я просто слышала, люди говорят: "Ну, там вообще нормально, там, хорошо". Ну, давай посмотрим, давай пойдем и посмотрим, потому что назад, спасибо, нет. То есть, знаешь, как выбор без выбора, э, типа того. Ну, и нет. Что? А этот выбор без выбора, получается, он сейчас какой? Как он выглядит? Ну, что я не хочу на антидепрессанты, что я не хочу на таблетки, я не хочу в депрессию. И я хочу оттуда, потому что мне кажется, что везде будет лучше, чем там. Вот даже сейчас неважно, я пойду по прямой, я пойду по кривой, э, везде будет лучше, чем там. Это выбор в сторону чего? Просто интересно, я тебя спросила, то есть как этот выбор, ну, то есть, выглядит, да, и ты мне сказала, чего ты не хочешь. Вот. То есть как бы я не выбираю сидеть на депрессантах. Смотри, как интересно, я не выбираю сидеть на депрессантах, вот. А выбор вот тогда в сторону вот выбор. Знаешь, сказала бы, что в сторону себя, в сторону расширения, там вот в сторону всего самого, наипрекраснейшего. И знаешь, я задумалась, ведь это получается же не точка, это же получается путь. И
ну вот мне казалось или мне кажется, что я типа по нему, наверно, иду. Ну, может быть, я лежу в его сторону, по крайней мере. И, в общем, он мне нравится. Ты знаешь, может быть, так. Может быть, я так сказала, потому что он, я с ним знакома меньше, чем с антидепрессантами, например. И что здесь эта история, она только начинается, и, может быть, она еще не до конца, э, понятная, а та история прожита, понятная, измеримая, вот она, ну, вот она прямо есть. Поэтому и получается мотивация от. Слышишь, прям какие интересные, какие фоновые у нас звуки появляются. Ты слышишь их, да? Я слышу. Я просто не хотела тебя перебивать. Мне показалось, что ты куда-то нырнула. Но звук, он как то громче, то наоборот тише. Он то громче, то тише, то я даже тебя в какой-то момент не слышу. Прям очень интересно, что это за история. Я в этот момент хотела спросить тебя, вот сейчас вот как будто что-то у тебя там внутри происходит, когда начала говорить про вот это будущее. То есть очень так, знаешь, как будто не уверена. Сначала начала, ну, вроде бы я иду туда, потом, ну, наверное, не иду, лежу, и вот как-то вот как будто вот чуть-чуть спускаться, и вот потом пришла к тому, что вот там все-таки все более знакомо. А что вот произошло, что вот ты туда начала как будто чуть спускаться? Что такое было? Знаешь, ну оно, во-первых, действительно знакомо, а о том, что тебе прям так хорошо, ну, о том, что мне хорошо знакомо, мне проще и понятнее говорить. И знаешь, мне кажется, что вот этот шум, он и появился в тот момент, когда мы стали говорить про туда, про выход. Знаешь, прям такие ассоциации, и особенно вместе с этим звуком, как если бы я была в каком-то подземелье, и вокруг меня, ну, то есть что-то вот прямо из Гарри Поттера, знаешь, как с этими, с дементорами, вот. Вот эта вот история. Так, прекрасно. Ты мне звонили, я зависла. А у меня вместо тебя теперь черный квадрат. Тебе, Видишь, пожалуйста, как интересно? дементоры вызвала. Точно, точно, кыш, кыш. С ума зайти. Слушай, тогда, может, я перезайду? Давай попробуем, да. Да, давай сейчас, секунду. Мгм. Я... Мгм. Трансфер просто работает. Да, с нами вместе, точно. Да, оно все показывает. Черный квадрат, дементоры. Что там Мгм. еще? Ты исчезаешь. Мгм. Что она хочет показать? Как думаешь, что там, как Ты оно у знаешь, тебя? вот, первая версия о том, что они сильнее.
Ну вот так вот сейчас пришло в голову. А ты можешь описать эту метафору? Потому что ты погрузилась, то есть подземелье, да, ты сказала, эти дементоры, а что дальше, что было? Нет, вот и все, вот эти дементоры, этот, фоновый шум, и как если бы это было вокруг меня. Ну, то есть я не могу выйти. То есть это что-то, что меня прямо вот удерживает, в этом состоянии. И тогда получается, смотри, вот оно удерживает, прерывается связь, появляется черный квадрат, ты исчезаешь. Но мы же сейчас опять здесь. Значит, можно ли тогда сказать, что типа мы победили? И, типа мы же продолжаем и продолжаемся. И, по-моему, нет шума. Ну, по крайней мере, я не слышу. У тебя есть сейчас, Ян? Нет, у меня связь стала лучше. У меня еще, кстати, скажу, кроме вот этого шума, у меня, каждых 10 секунд гас экран. Ну, то есть он черным, просто, то есть не полностью гас, то есть я видела, но как будто, ну, не четкость, а brightness Яркость. очень маленькая, да, яркость. И я постоянно нажимала, вот. А сейчас вот ты прям подметила классно, да, то есть сейчас вот все наладилось. Не нужно нажимать, хорошо слышно. Мы перешли рубеж какой-то? Интересно. Ты знаешь, мне по ощущениям стало легче, и появляется какая-то прям радость. И знаешь, прям хочется сказать: "Ну, давай скорее тогда пойдем вот, туда, к свету". Слушай, а что сейчас вот с этими дементорами, с этим квадратом? Потому что до этого ты вот говоришь: "Я вот они мне, как будто я не могу". А вот сейчас что, где они, что сейчас происходит? А, ты знаешь, они, конечно, вот, ну, по ощущению, они есть. И они есть, наверно, где-то рядом. Вот я задумалась, я хочу сказать, сзади или как-то. Не могу точно сказать, но они есть. И знаешь, здесь можно было бы тогда, например, пойти через историю про жизнь и смерть и про эту дуальность. Но мне было бы важно, ну, то есть, э, наверно, можно и так, но мне реально хотелось бы убрать насилие из жизни. Ты знаешь, вот такие мощные сегодня слова. Причем, смотри, черное, белое. Мы с тобой сначала в сессии, да, сказали: "Смотри, Точно, мы с тобой в белом". Потом вот это черное, потом вот, жизнь, смерть, потом вот прям насилие, любовь, да. То есть это тоже очень такие, как будто очень сильные, дуальности, я бы сказала. Прям они мощнейшие дуальности. да. Что это все сейчас создает? Э, ну, мне, конечно, хотелось бы выйти за эти дуальности. И тогда, наверное, это про, а, ты знаешь, гипотеза, что, наверное, это тогда про какую-то целостность.
и могу предположить, что, наверно, если есть эта целостность, то нет насилия. Но для меня сейчас это слова. Это просто слова из той серии, что я понимаю матчасть. Но я не понимаю на практике, как это. Слушай, так интересно, ты говоришь, что ты не понимаешь на практике, как это, да? То есть, как будто вот это насилие, оно было всегда с тобой. Хотя, несмотря на этот, был момент, когда ты говорила, что вот в твоей жизни, да, то есть есть вот это и насилие, но как бы и любовь тоже присутствует. Помнишь, ты вот говорила, что есть и это, вот и это, но хочется все-таки вот в эту сторону больше вот к любви. А вот когда ты сейчас говоришь, то есть как будто что у тебя вообще нет этого опыта любви, вот как будто и ты не понимаешь, как это, как оно сейчас вообще все. Может, Интересное наблюдение. Ну, тогда, это получается про то, что я постоянно выпадаю? Ну тогда вот как раз то, что ты спросила, про что вся эта история с дуальностью, тогда она получается про то, что я постоянно выпадаю, что я постоянно, получается, падаю. Ну, очевидно, да, что тогда получается, что я постоянно падаю, при этом падаю настолько профессионально, что эти моменты падения мной воспринимаются как то, что все окей, что, ну, как шли, по любви, в любви, в гармонии, мы так и идем. Кто тогда так считает? Кто тогда падает? Кто тогда наводит вот весь этот морок, я не знаю, туман и дементоров? Ну, здесь для моего вот сознания уже явный перебор. Я просто все приплыли, я не понимаю. И сейчас опять можно начинать сначала, получается. кстати, уже второй момент в сессии, да, второй раз вот такой момент в сессии. Ты заметила, там было один раз, или даже третий, если я не ошибаюсь. Уже несколько раз было такое, что ты говорила вроде бы, что все как бы запуталась, потом еще что-то, очень много всего, потом сейчас опять. Слушай, а что приводит к этим моментам? Что им сопутствует или что на них Ты влияет, знаешь, что их наверно, когда я начинаю видеть, как оно все внутри сложно устроено. И когда я перестаю понимать, где где я, где кто контролирует, как оно происходит. И получается, что если я не вижу эти процессы, я их не могу контролировать, до тех пор, пока уже там без руки не остаюсь. И что тогда делать? Вот это, кстати, очень интересный момент, да, когда ты сказала, вот где я в эти все моменты, потому что очень вот на протяжении всей сессии как будто вот все эти вещи, они как будто все с тобой происходят.
Именно, без моего участия. Да, то есть Как там раз вот то, что я сказала, прыгает, что я падает. маленькая, а они такие все большие. То есть как будто вот реально вот этот вопрос: а где ты вот в эти все моменты, когда оно все с тобой происходит? Кто-то прыгает, кто-то падает, кто-то Да, там пальцы отрезает или еще да. что-то, какие-то Клопы эмоции. кусают, клещи. Да. Ну вот прямо реальное такое ощущение, что меня вообще нет. Такой вопрос у меня родился. Вот. И тогда что сейчас важно понять? Ты знаешь, м, предположу, что все таки наверное, направление движения. Смещение фокуса внимания. Потому что, например, ну, еще какое-то время назад я бы могла и не согласиться, и не увидеть эти истории про насилие дементоров. Кстати, мне кажется, дементоры у нас уже были. Блин, Вот. честно, вот дементоров не помню. Вот что-то такое, мне кажется. Ты знаешь, что я очень хорошо помню, кстати? Я очень хорошо помню. Я не знаю, почему вот эта сессия, она мне прям запомнилась мега. Это, мне кажется, это было на новолуние. И там что-то было про кладбище, про какой-то склеп, где ты была. В этом, помнишь, могила, склеп и что-то такое. Тоже там девочка вроде бы. Может быть, вот этого я не помню, Ян, как интересно. Я вот Но прям суть, эту сессию суть очень вся хорошо туда. запомнила. Это Мгм. одна из наших первых сессий, но она прям, не знаю, почему она мне очень запомнилась. Ну да, вот оно так все и идет, понимаешь? И как раз тогда и получается вот то, что я сказала, что у меня такое ощущение, что я просто прихожу, ною, мне становится легче, то есть я получаю какую-то энергию из нашей коммуникации, которая позволяет мне докатиться, не знаю, доползти, долежать до нашей следующей встречи, чтобы опять, подзарядиться, вздохнуть и опять вернуться на кладбище. Вот может быть, пойти не на кладбище, а пойти в другую сторону. Но тогда опять-таки ведь всё равно же встаёт вопрос: кто пойдет? А кто решает? Э, и встаёт вопрос, кто решает. И встаёт следующий вопрос: знаешь, как можно забрать девушку из деревни, но деревню из девушки-то сложно забрать. Вот можно ли из меня забрать кладбище, например? Ты что опять такое, типа, а кто решает? Ты знаешь, вот у меня прям ощущение, что я за это держусь. Вот я прямо конкретно держусь, как если бы это была какая-то судьбоносная история, жизнеопределяющая, фундаментальная часть. И опять-таки, понимаешь, я понимаю теорию,
И все, что сюда можно сказать на уровне слов, я понимаю. Ты знаешь, вот подумала: окей, если я понимаю на уровне слов, а на каком уровне я не понимаю? Или на каком уровне тогда важно понять? Ну, могу предположить, опять-таки, в теории, что на телесном, но на телесном, мне кажется, я же тоже понимаю. Хотела сказать в 25-й раз, Яна, я запуталась и опять куда-то уперлась. Я почему-то вспомнила, как ты говорила, начала говорить про телесный уровень, и почему-то вспомнила вот эти пальцы. Типа, на телесном я тоже понимаю. Да, ну, опять тогда ничего не понимаю. Откуда ты сейчас смотришь на это все? Ты знаешь, я смотрю из пустоты, вот звуки начинаются, Там и Мгм. из какой-то, может быть, пересборки пустоты. Нет, не складывается. Пустота тогда какая-то странная, с дементорами и кладбищами, сомнительная такая пустота. Э, опять тогда не понимаю, потому что смотри, можно было бы предположить, и то, о чем мы говорили, что вот выйти из этого круга, оставив и дементоров, и кладбище внутри. Но если это, например, моя часть, и, например, если она просто хочет быть признанной и увиденной, окей. А кто тогда режет пальцы? Вот, непонятно тогда. И тогда непонятно, что надо делать. Надо диссоциироваться, ассоциироваться. Где во всей этой истории я? А что значит "я"? Ты знаешь, для меня это про понимание в режиме реального времени, в режиме здесь и сейчас, что происходит, когда я себя, а, осознаю, когда я в моменте, когда я чувствую, что, э, там, что сейчас со мной происходит. Насколько сейчас понятно, что сейчас вот с тобой? Вот ты сейчас находишься в этом состоянии, да? Что сейчас происходит? Что ты сейчас осознаешь? Сейчас прошло там 40 минут сессии. Вот что сейчас осознаешь? Офигеть! Ян, только начали, откуда 40 минут? 44. Да, да, да. Представляешь? Захватывающая сессия просто. Ужас.
Ты знаешь, ну вот, сейчас получается, что я, с одной стороны, это вижу, а, с другой стороны, то, что говорила на телесном уровне, вот проговорив, что мне стало легче, что я чувствую какую-то радость внутри. Но как я могу быть уверена, например, что это не вранье? И потому что, например, ну, условно, те же пальцы я тоже же режу, ну да, ну я понимаю, но я отрезаю сейчас палец, ну так надо, сейчас, в этом моменте. И мне даже кажется, что я хочу это сделать. Чем тогда та ситуация отличается от этой? Слушай, так интересно, вот как будто вот происходит какой-то момент, когда, вроде бы, знаешь, чувствуется вот сейчас вот выйду. И как будто опять ты задаешь какой-то такой вопросик, и вот, либо, много вопросиков, типа: "А кто? А зачем? А почему?" И как будто и проваливаешься туда. И это уже вот очень много раз на протяжении нашей сессии было, как будто само и вот, а вдруг вот все, что происходит? Именно я это тоже вижу, и я как раз поэтому сказала, что, может быть, я Мгм. держусь за это. А за это за что? За все, за кладбище, за дементоров, за отрезание пальцев, вот за эти все истории. Мгм. То есть, а смотри, а вот, допустим, как ты видишь этот путь? То есть ты видишь этот путь, что вот эта дверь, да, или, как ты сказала, там, дверь, путь. То есть, получается, если ты туда уже зашла, то что происходит со всеми вот этими, со всей этой историей? Как ты вообще вот это сейчас себе все представляешь, этот путь? То есть это выход, проход, трансформация? Или это ты их тоже вот отрезаешь, как пальцы? То есть как будто ты вот за них типа держишься, вот как будто, знаешь, чувствуется, что все, вот ты сейчас выйдешь туда, сделаешь какой-то шаг туда, и тебе как будто страшно их потерять. Чувствуется, что ты все-таки боишься их потерять. А если не бояться их потерять, то что как? Ты знаешь, прям какие-то такие картинки и такие интересные ощущения сразу. А, знаешь, тогда получается прямо кайф, тогда получается мощь. И тогда получается то самое состояние без опор. Оно мне еще не очень известно на практике. Слушай, смотри, если без опор, то получается, я опираюсь на дементоров и на кладбище, что ли? Ну, наверное, получается, что так, если я так за это держусь. И то, что сказала, что это моя такая жизнеопределяющая конструкция. А если просто вот разрешить этому, ну, допустим, чисто как гипотеза, да, там быть, вот там как что-то существует, да, в нашем мире существует много каких-то вещей, там день, ночь, добро, зло и так дальше. То есть оно просто существует в себе, оно там где-то есть. То есть это никак там не говорит о том, что там ты с ним или ты без него, оно просто есть.
там, допустим, да, как гипотезу, тогда как? Знаешь, ну вот прям задышалась. То что-то поменялось. Я вот тоже чувствую, что такое аж Да. прям вот внутри. Ты знаешь, это про признание, это про согласие, это про то, что тогда уходит, история борьбы, с Богом, с Вселенной. Про расслабление. Ну и, в общем, наверно, надо за этим было будет понаблюдать. Слушай, а если я сейчас предложу буквально вот на минуту, можешь погрузиться в это состояние? Вот просто минуту, если вот хочешь. Мгм. Знаешь, прямо, А ты можешь сейчас сказать что-то из этого состояния? Просто не думать, просто вот с подсознательного, что оно просто говорит. Все, что идет. кайф, радость, и одиночество. Но одиночество для меня — это всегда плюс, положительно окрашенная история. Слушай, где ты сейчас вот на этом отрезке хотела выход найти, дорогу, путь? Ты сначала говоришь: "Может, лежу, может, стою". Вот сейчас оно вот как это все видится? Ты знаешь, оно видится как, все уже во мне. И мне не надо физически идти и искать что-то извне. Я уже там. Знаешь, это, волны такие в теле чувствую. Ну, в общем, хочу за этим понаблюдать. Вот как сейчас просто чувствуешь, да, вот насколько хочется прорефлексировать на эту тему сейчас, обговорить, как к этому пришла, что произошло. То есть сейчас важно это все сделать. Просто я чувствую, что у тя такое, знаешь, состояние, как будто нужно тебя сейчас заставить одну, да, но с другой стороны хочу, как бы, нужно ли заземлиться, хочу с тобой понять эту тему. Как бы нужно А, понять, как ты пришла, заземлиться как-то, как ты ты сейчас. знаешь, наверно, по ощущениям, наверно, нет, но если ты спросишь меня об этом на следующей сессии в начале, то это будет, окей. Потому что тогда ты будешь для меня какой-то подпоркой, на протяжении этого времени, чтобы я тоже держала на этом фокус внимания.
А на чем сейчас вот конкретно фокус будешь держать? Ты в сессии говорила тоже, что нужно фокус поменять. То есть щас фокус куда? Э, попытаться отслеживать моменты, когда я отрезаю себе пальцы. Свериться на следующей сессии, все ли у меня пальцы на месте. Будем считать. Будем пересчитывать. Да, спасибо большое, Ян. Тебе спасибо. Это было очень триллер, и ужастики, и прям вообще фантастика. Да, Было все жанры, прям и любовь, и прям это любовь. абсолютно. Тебе любовь. Не умею так показывать. Ну все, Окей. Спасибо большое, Ян. До встречи. тебе спасибо. Спасибо. Всё, пока. Спасибо. Спасибо. Пока-пока.